Приветствую вас, друзья! Огромное вам спасибо за активность и поддержку. На побережье Хорватии, в районе курортных городов Писак и Марушичи, 21 июня около 6 часов утра по местному времени вспыхнул масштабный лесной пожар. Сильный ветер способствовал стремительному распространению огня, который вскоре приблизился к жилым домам в Писаке и соседнем Марушичи. К полудню пламя охватило значительные территории, создавая серьезную угрозу для инфраструктуры и безопасности людей. По данным местных властей, около 200 жителей и туристов были эвакуированы из зоны бедствия. Для безопасности населения эвакуация проводилась как по суше, так и по морю. Некоторые общины организовали временные пункты размещения для пострадавших. В тушении пожара участвовали не менее 2 самолетов, однако сильный ветер значительно затруднял работу пожарных команд. К вечеру 21 июня пожарным удалось локализовать некоторые очаги возгорания, но огонь продолжал угрожать отдельным домам. Сообщается, что несколько строений в Писаке и Марушичи пострадали от пламени, однако точные данные о разрушениях пока не обнародованы. Мэр города Сплит, расположенного неподалеку, заявил, что ситуация остается сложной, основные усилия пожарных сосредоточены на защите жилых районов. Полиция Хорватии начала расследование по подозрению в поджоге. Версия умышленного поджога является одной из приоритетных. В бразильском штате Санта-Катарина, в городе Прая-Гранди, 20 июня произошла страшная катастрофа. Во время туристического полета загорелся и рухнул воздушный шар, на борту которого находился 21 человек. В результате трагедии погибли 8 человек, и еще 13 получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, воздушный шар с 21 пассажиром, включая пилота, поднялся в воздух в ясную погоду. Однако вскоре после взлета в корзине аэростата начался пожар, предположительно из-за неисправности паяльной лампы, использовавшейся для зажигания основной горелки шара. Пламя охватило корзину, а оболочка шара начала стремительно сдуваться, что привело к падению. Шар рухнул недалеко от медицинского центра, это позволило оперативно оказать пострадавшим медицинскую помощь. Губернатор Жоржиньо Мелло выразил соболезнования семьям погибших, назвав инцидент настоящей трагедией и шоком для всей общины. Он подтвердил, что пострадавшим и их семьям оказывается необходимая помощь. Мелло также создал специальную целевую группу для расследования обстоятельств катастрофы и поддержки пострадавших. Полиция начала расследование, основываясь на показаниях выжившего пилота, который указал на возможную неисправность паяльной лампы как причину возгорания. Окончательные выводы пока не сделаны, и эксперты продолжают анализировать обломки и свидетельские показания. Meu Deus do céu! Jesus Cristo! Вечером 21 июня район городов Санборн, Спиритвуд и Джеймстоун в округе Барнс, в штате Северная Дакота, оказался под ударом мощного торнадо. По данным Национальной метеорологической службы Гранд-Форкса, торнадо был зафиксирован в 3,5 километрах к югу от Санборна. Были выпущены предупреждения о торнадо для Санборна, Роджерса и Валли-Сити. Вскоре торнадо пересек район между Санборном и Валли-Сити, недалеко от Джеймстоуна, что заставило принять экстренные меры по эвакуации и укрытию населения в безопасных местах. Точных данных о разрушениях или пострадавших в районе Санборна, Спиритвуда и Джеймстоуна не поступало, но отмечается, что за торнадо протянулся значительный след из обломков.
В этот же вечер еще один мощный торнадо обрушился на окрестности города Эндерлин в округах Касс и Ренсом, вызвав значительные разрушения и унеся жизни 3 человек. Национальная метеорологическая служба в Гранд-Форксе классифицировала торнадо как EF3 по предварительной оценке, что указывает на скорость ветра свыше 218 км в час. Метеорологической службой были выпущены предупреждения о торнадо для Эндерлина, а также близлежащих городов Шелдон, Леонард, Нам и Маклеад. Торнадо прошел в 5 километрах к востоку от Эндерлина, вдоль границы округов Касс и Ренсом. Очевидцы сообщили о крупной воронке, сопровождаемой обломочным следом, что указывает на разрушительную силу вихря. Торнадо раскидал вагоны-цистерны весом более 20 тонн, а также полностью разрушил несколько домов. Точные данные о пострадавших пока не обнародованы, спасательные команды работают на месте, оценивая ущерб. Известно о значительных разрушениях инфраструктуры. A tornado hit my house. It's destroyed. It's totally gone. Everything's destroyed. Oh no. Oh my god. Oh my god. В субботу, 21 июня, район Сампалок в Маниле, столице Филиппин, оказался под водой из-за сильных ливней, продолжавшихся всего 1,5 часа. Сильный дождь начался во второй половине дня, за 90 минут выпало значительное количество осадков, это привело к стремительному затоплению низменных районов Сампалока. Улицы превратились в бурные потоки, автомобили с трудом преодолевали водные преграды. Особенно сильно пострадали улицы Лаксон и Дапитан, где вода достигала глубины около 30-40 см даже спустя несколько часов после дождя. Сообщений о жертвах или значительных разрушениях нет, но наводнение вызвало пробки и временные перебои в движении общественного транспорта. Район Сампалок, как и другие части Манилы, часто страдает от наводнений из-за высокой урбанизации, недостаточной дренажной системы и близости к заливу Манила. По данным Манильского агентства по развитию, проблемы с засорением каналов и неадекватной инфраструктурой усугубляют ситуацию во время сильных дождей. — 20 июня город Халапа, столица мексиканского штата Веракрус, столкнулся с масштабным наводнением, вызванным сильными ливнями. Наводнение накрыло город во второй половине дня, бурные потоки воды, стремительно текущие по улицам Халапы, смывали припаркованные автомобили и заливали первые этажи зданий. Центральные районы города, включая улицы в низинах, оказались наиболее пострадавшими, с уровнем воды, достигающим в некоторых местах до полуметра. Наводнение вызвало значительные перебои в движении транспорта и нанесло ущерб инфраструктуре. Сообщается, что некоторые районы остались без электричества из-за повреждений линий электропередач. Местные власти Халапы и гражданская оборона штата Веракрус оперативно отреагировали на бедствие. В наиболее пострадавшие районы для оказания помощи жителям и эвакуации людей из зон риска были направлены спасательные команды. Проводится откачка воды и расчистка улиц от мусора и обломков, принесенных потоками. Халапа, расположенная в горной местности штата Веракрус, часто сталкивается с наводнениями из-за своего географического положения и сложной топографии. Исследование, опубликованное в 2025 году, указывает, что за последние 18 лет в городе произошло 369 наводнений в 120 районах, которые затронули 61,5% населения.
Основными факторами риска являются недостаточная дренажная система, высокая урбанизация и климатические изменения, усиливающие экстремальные погодные явления. Вечером 19 июня окрестности деревни Фробишер, расположенной в юго-восточной части канадской провинции Саскачеван, стали эпицентром мощной штормовой активности. Согласно данным Агентства окружающей среды и изменения климата Канады, в районе Фробишера были зафиксированы в это время 3 торнадо. Они прошли в рамках мощной грозовой системы. Ранее в тот же день, в 16 часов 20 минут, еще один торнадо был зафиксирован вблизи деревни Хирш, примерно в 10 километров к западу от Фробишера. Грозовые ячейки, вызвавшие торнадо, сопровождались сильными ветрами, крупным градом и интенсивными осадками. Метеорологи выпустили несколько предупреждений о торнадо для муниципалитетов Браунинг, Коалфилдс, Энискиллен и Маунт-Плезант, призывая жителей немедленно укрыться в безопасных местах, таких как подвалы или внутренние помещения без окон. Метеоролог Эрик Дайкс пояснил, что штормы 19 июня были вызваны резким атмосферным фронтом, создавшим условия для формирования вращающихся грозовых ячеек. Шторм двигался вдоль теплого фронта, охватив регион от Саскатуна до границы с Манитобой, включая районы Фробишера, Хирша, Эстивана, Вибанка и Янга. Саскачеван, наряду с Альбертой, является одной из самых торнадоактивных провинций Канады, ежегодно регистрируя в среднем 14-18 торнадо. Пояс ливней протяженностью в 1000 километров охватил южные районы Китая. С 16 июня провинции Гуанси, Гуандун, Хунань, Цзиньси и Фуцзянь оказались под воздействием мощного фронта ливней, вызванного сочетанием муссонной активности и теплого фазового цикла Эль-Ниньо. По данным Национального метеорологического центра Китая, в северной части Гуанси, особенно в районе города Гуйлинь, за 5 дней выпало рекордное количество осадков до 1017 мм, что сравнимо с годовой нормой для некоторых регионов. Это привело к стремительному подъему уровня воды в реках, включая притоки Янцзы и Чжуцзяна. В некоторых районах вода поднялась до уровня окон первых этажей, а в сельской местности были зафиксированы оползни, угрожающие жилым домам. Министерство водных ресурсов Китая активировало второй уровень реагирования на наводнения, направив более 50 тысяч человек для мониторинга дамб и укрепления защитных сооружений в провинциях Гуанси, Хунань и Цзиньси, а также для эвакуации жителей из затопленных районов. Наводнения в Южном Китае угрожают как густонаселенным городам, так и сельскохозяйственным районам. В Гуанси и Гуандуне уже пострадали сотни километров дорог и десятки мостов, а сельскохозяйственные угодья, особенно рисовые поля, оказались под водой. Национальный метеорологический центр Китая прогнозирует продолжение ливней до 24 июня, с ожидаемым количеством осадков от 100 до 300 мм в Гуанси, Хунане, Цзиньси и Фуцзяне. В Гуйлине, где наводнения 2024 года уже были крупнейшими с 1998 года, местные власти приостановили движение по нескольким рекам и закрыли школы в наиболее пострадавших районах. В Хунане, где река Мелуо превысила опасный уровень на 7 метров в июле 2024 года, продолжается укрепление дамб, чтобы предотвратить повторение прошлогодних разрушений. Долгосрочные проблемы Китая включают устаревшую инфраструктуру, такую как дамбы, построенные в 1950-70-х годах, которые не справляются с современными объемами осадков. Около 70% дамб в некоторых бассейнах, включая Чжуцзян, находятся в аварийном состоянии. Кроме того, урбанизация и вырубка лесов увеличивают поверхностный сток, усугубляя наводнение.
Мощный шторм обрушился на район Сафалы в городе Ипра, расположенном в провинции Северная Аш-Шаркия в султанате Оман. По сообщениям СМИ, шторм начался около 18 часов по местному времени, принеся с собой интенсивные осадки и порывистый ветер. В Сафале, пригороде Ипры, расположенном в низменной местности, улицы быстро затопило, а потоки воды смыли припаркованные автомобили и повредили здания. Пострадал от стихии и традиционный рынок Ипры, известный своими ремесленными изделиями и сельскохозяйственной продукцией. Точных данных о пострадавших и ущербе на момент публикации нет, но местные жители сообщают о повреждении имущества, включая жилища и торговые точки. Шторм совпал с началом сезона хариф в Омане, который официально стартовал 21 июня. В это время приходит юго-западный муссон, приносящий осадки, прохладу и густой туман. Хариф, характерный для прибрежных районов провинции Дафар, иногда затрагивает и внутренние регионы, включая Ипру, из-за перемещения влажных воздушных масс из Аравийского моря. ظلمت الدنيا ظلمت الدنيا صارت حمراء. أعوذ بالله، والله يستر، الله يسلم.